В эфире программа «Акцент дня», в студии Алексей Кандауров. Здравствуйте. Ежедневно мы обсуждаем самые острые и резонансные темы. Тема программы сегодня: какие цели преследовал Киев, атакуя Запорожскую АЭС, и к чему могут привести повторные обстрелы. С нами на связи политолог, журналист Юрий Светов. Здравствуйте, Юрий Ильич. Украинские боевики произвели серьезную атаку на самую мощную в Европе атомную станцию. Открытым огнем горела Градирня. Украинские боевики хотят повторить Чернобыль? Алексей, это вот мы с вами считаем, украинские боевики произвели атаку. А вот работала сейчас там комиссия МАГАТЭ, эксперты же там находятся, они не обнаружили подтверждения ни одной из версий. Ни версии Украины, что Градирни на Запорожской АЭС подожгли российские военные, притащили туда покрышек, запалили, и Градирня сгорела. Ни того, что мы утверждаем, что была атака целенаправленная украинских беспилотников, которые сбросили на Градирню горючие вещества и подожгли. Комиссия МАГАТЭ сказала, они не нашли ни следов покрышек, ни остатков БПЛА. Поэтому от чего там это происходит, им неведомо. Когда там был руководитель МАГАТЭ господин Гросс, то он сказал, у меня нет специалистов по баллистике, которые не могут определить вот четко, откуда стреляют. Поэтому он все время призывает обе стороны конфликта делать все, чтобы Запорожская атомная электростанция осталась в безопасности. Вот вам и ответ, почему Украина спокойно, методично атакует и саму Запорожскую АЭС и прилегающий к ней город. Много людей, которые обслуживали ЗАЭС, которые работали в городе Энергодар, уехали на Украину. Они четко знают все уязвимые места, что станции, что городского хозяйства, дают наводку, они атакуют. Когда мы требуем дать соответствующих оценок от международной общественности, я в кавычках бы это слово поставил, нам один ответ: а вы верните Запорожскую АЭС Украине, и никаких проблем не будет. Мы говорим об угрозе для Европы от возможной аварии на ЗАЭС, о возможном повторении того, что было в Чернобыле. Ответ один: вы начали немотивированную агрессию против Украины, вы незаконно захватили Запорожскую АЭС, вы не можете обеспечить ее безопасность, отдайте Украине, и все будет в порядке. Вот поэтому это и происходит. Есть капризное дитя, Владимир Зеленский, которому любящий его Запад прощает все, что угодно, что он делает. Украина бьется за Запорожскую АЭС, потому что для нее, во-первых, это символ поражения, раз. Во-вторых, на Украине большие проблемы с электроэнергией. После того, как в ответ на атаки на Крымский мост Россия начала удары по энергоструктуре Украины, у них надежда только на атомные электростанции. Они как бы уверены, что мы не будем атаковать остальные 5 атомных электростанций Украины. Поэтому им нужна Запорожская АЭС для того, чтобы хоть как-то зимой давать электроэнергию населению страны, ну и по возможности продавать соседним странам, чтобы какую-то денежку заработать. То есть инспекторы МАГАТЭ, они не прячут голову в песок, они открыто говорят, что возвращайте станцию. Нет, инспектора МАГАТЭ этого не говорят. Инспектора МАГАТЭ говорят о том, мы не можем установить, кто обстреливает. Вот станция на берегу Днепра, стреляют с другого берега, где находятся украинские войска. Они говорят, не знаем, может украинцы, может это россияне. Это инспектора, низовой уровень. А верхний уровень западных политиков, к кому мы обращаемся с этими призывами, они вот этот набор фраз постоянно: верните, и все будет в порядке. Готовится сессия МАГАТЭ очередная в сентябре. Исполняющий обязанности нашего представителя в МАГАТЭ
говорит о том, что он поставит на этой сессии жестко вопрос, чтобы МАГАТЭ объяснила, кто же все-таки атакует АЭС. Я думаю, что это все закончится ничем. Мы не можем добиться каких-либо оценок от любой международной организации, которую возглавляет представитель западных стран и которая находится под контролем этих стран. Мы это видим на примере Организации Объединенных Наций, мы это видим на примере ЮНЕСКО, Международного Олимпийского комитета, Организации по контролю за химическим оружием, ну и МАГАТЭ тоже в этом же ключе. Тем не менее, столь серьезные атаки ВСУ, они координируются сверху. Чего они добиваются ударами по атомному объекту? Они добиваются того, чтобы у России не выдержали нервы, и мы согласились вернуть ЗАЭС. Им нужны символы побед. Сейчас вторжение в Курскую область вовсю раскручивается как символ победы. Вот только что на Украине был сенатор Линдси Грэм, один из ястребов американского конгресса, который бьется за то, чтобы в сентябре провести резолюцию еще денег Украине. Он что сказал? Когда началась СВО, все думали, что падет Киев за 3 дня. А вот прошло 2,5 года, и вы теперь штурмуете Курскую область. Вот ответ на это. Им нужны информационные победы, и победы в информационном пространстве. И поэтому атаки на это такая болевая точка, и они на нее давят. Ведь одна из целей вторжения в Курскую область – это попытка захватить город Курчатов и Курскую атомную электростанцию, для того, чтобы предъявить ее для обмена на ЗАЭС. Но символ победы в виде Запорожской АЭС, он может превратиться в катастрофу. А ветры дуют в разные стороны, и радиоактивные осадки могут приземлиться в Киеве. Сам Зеленский отсидится в бункере. Там власть, которая не жалеет людей. Вы понимаете, мы вот говорим, что они духовные наследники нацистов. Но ведь Гитлер готов был утащить с собой в могилу весь немецкий народ. Что они там творили в Берлине, когда превращали его в последнюю крепость для решительного боя. Бросали в бой детей малолетних. Знаменитые кадры, когда Гитлер благословляет там юнцов на атаку с фаус-патронами в руках. Затопление берлинского метро и многое другое. И украинская власть готова пойти на это. Ведь Владимир Путин на совещании, вот то, что проходило сейчас с главами 3 регионов, подвергающихся агрессии со стороны Украины, сказал, как можно договариваться с людьми, которые не жалеют никого. Они не будут никого жалеть, потому что для них с победой России все закончится, вся их сладкая жизнь. Поэтому чего жалеть людей? Пусть люди идут и воюют. А если произойдет такой взрыв, от чего? Мы же видели с вами подрыв плотины на Днепре, Днепрогэса. Что было? Сколько залило земель? Сколько людей пострадало? Плевать. Добились своей цели. И важно. У нас ведь тоже есть военные эксперты, которые призывают взорвать ограждение Киевского водохранилища и затопить и Киев, и там много прилегающих областей. Наша власть не идет на такие шаги, а украинцы готовы на это. Вы провели параллель с Каховской ГЭС. Ее обстреливали долгое время. Это не приводило к катастрофе, но итог нам всем известен. Не повторится ли здесь такой же сценарий? Вполне может быть. Вполне может быть. И только отодвинув украинские войска теперь по замечанию Дмитрия Медведева речь идет не о санитарной зоне, а о безопасности страны, отодвигая, возможно, до польской границы эти войска, чтобы они не могли обстреливать. Но у меня есть такое предчувствие, что F-16, которые уже, говорят, появились на Украине, в том числе будут атаковать Запорожскую АЭС. А с чего Европа стала такой хладнокровной, когда речь идет о возможной ядерной катастрофе? В самой ее середине, в сердце. А кто Европу спрашивает? Когда Европа за
последние там 10 лет возвысила слово в свою собственную защиту. Сказала, что события, происходящие с времен Майдана на Украине, являются угрозой для безопасности этих стран. Нет, они защищают Украину как только могут. Ведь вот этот прецедент, когда немецкие танки снова появились на российской земле, ведь одни, маргинальные, скажем так, политики в Германии обеспокоились, а такие, как Шольц, считают это нормальным. Они живут мечтой о реванше. Они убеждены, что Украина может нанести поражение России. Поэтому они поддерживают все ее шаги. Они не боятся ядерного оружия. Они все время рассуждают о возможности применения ядерного оружия. Вспомните, Алексей, печально знаменитую госпожу Ли Страс, которая там недолгое время была премьер-министром Великобритании. Но за этот короткий срок она успела сказать, что если надо, то она нажмет кнопку ядерную. Она, когда была главой МИД, уже собиралась это сделать. Но потом премьер-министром она сказала, да, надо, нажму. Они не боятся ядерного оружия. Это новое поколение политиков, которые не представляют себе, что такое война, на своей шкуре этого не ощущают, и что такое ядерное оружие. Получается, Зеленский делает то, на что его наняли. Но ему терять уже больше нечего. Выходит, и Запад ничего не боится. И вот эти разговоры, которые пошли снова о том, что его заменят то ли на Залужного, то ли на Арсена Авакова, побуждают его вот к таким авантюрам, как вторжение в Курскую область или попытки атаки Белгородской области. Ведь на Западе, как подается эта операция, впервые с времен Второй мировой войны на территорию России вошли иностранные войска. И это победа Зеленского, информационная, но победа. Так они это трактуют. Спасибо, Юрий Ильич. Пожалуйста. С нами на связи был политолог, журналист Юрий Светов. Это была программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». До свидания.